Всем привет! Алкоголизм является пагубной привычкой, приносящей ущерб любому здоровью. Однако, когда дело касается звезд, проблема выходит на совсем другой уровень, так как их жизнь находится под пристальным вниманием. Алкоголизм может разрушить их карьеру и серьезно повредить их личной жизни. Итак, сегодня речь пойдет о звездах кино, чья жизнь и карьера пострадали от алкоголизма. Рекомендую подписаться на наше сообщество во ВКонтакте, ведь там выходят новости о поп-культуре. Приятного просмотра! Линдси Лохан. Она была уже в выпуске, постараюсь кратко рассказать об этом. Актриса столько раз проходила лечение в реабилитационных центрах, что даже едва ли сможет их сосчитать. В подростковом возрасте Лохан была весьма ответственной девушкой, не ходила на школьные вечеринки и не употребляла алкоголь. Первый раз она напилась в возрасте 17 лет, и мать наказала Линдси. Хотя актриса много раз была в реабилитационных центрах, она утверждала, что не считает себя алкоголиком, поскольку никогда не испытывала похмелья по утрам. Лохан заявила, что работает над тем, чтобы преодолеть свою зависимость и делает уверенные шаги к положительным изменениям. На данный момент актриса возобновила свою карьеру. Джейми Ли Кертис. Зависимость Джейми началась после косметической операции, когда она стала принимать болеутоляющие, закрепляя эффект большим количеством алкоголя. Но надо отметить, что эта проблема длилась недолго. Ей удалось быстро справиться с этим и жить дальше с мыслью, что преодоление данной зависимости является самым большим успехом в ее жизни. Джонни Депп. У Деппа тоже в прошлом были проблемы с алкоголем, хотя по его игре в фильмах никогда этого не скажешь. Депп снялся во многих успешных картинах, таких как «Пираты Карибского моря», «Эдвард. Руки-ножницы» и другие фильмы. Джонни является одним из величайших киноактеров, и его алкогольная зависимость не повлияла на его карьеру. Он по-прежнему остается знаменитым и популярным. Кстати, ролик про Джонни уже на канале. Там более подробно рассказано про него и его актерскую карьеру. Так что обязательно подписывайся на этот канал, бахай лайк, пиши свои пожелания и предложения. Энтони Хопкинс. Знаменитый благодаря своей роли в кинокартине «Молчание ягнят», в которой он сыграл персонажа Ганнибала Лектора, Энтони долго боролся с бесконтрольной алкогольной зависимостью. Поворотным для него стало событие, когда он проснулся в другом штате, абсолютно не понимая, где он находится и как сюда попал. Именно тогда актер понял, что его привычка стала проблемой, поэтому он решил присоединиться к обществу анонимных алкоголиков. Актер бросил пить в 1975 году и с тех пор не брал в рот ни капли алкоголя. Роберт Дауни-младший. У Роберта были наихудшие проблемы, а также самое неожиданное экстраординарное восстановление. Актер начал с ежедневной традиции выпивать, дойдя до того, что он не мог провести ни одного вечера без бокала в руке. Были также случаи, когда он смешивал алкоголь с наркотиками. Его поведение стало настолько неконтролируемо, что однажды он не нашел дорогу домой и завалился спать у соседа в доме, заснув в постели его ребенка. Естественно, мать ребенка позвонила в службу спасения. Роберт успешно справился со своей проблемой, спасению от которой он обязан своей жене Сьюзан. Поборов алкоголизм, он смог взять под контроль и свою карьеру. Все мы знаем его по роли Железного человека в киновселенной Марвел, а также в картине «Шерлок Холмс». Бен Аффлек. Актер попал в реабилитационный центр в 2001 году, чтобы излечиться от алкоголизма. Перед этим Бен снялся в фильме «Пёрл-Харбор», показав, что зависимость мало влияет на его карьеру. Он успешно выиграл борьбу с зависимостью и оставался трезвым до кинофестиваля «Санденс» в 2011 году, на котором его заметили в пьяном виде. Однако он смог справиться с зависимостью и достигнуть такого успеха в своей карьере, которого добивался мало кто из актеров. Бен также получил «Оскар» в 2013 году в номинации «Лучший фильм года» за фильм «Арго». Майкл Джей Фокс. Мы все знаем Майкла Джей Фокса по фильмам «Назад в будущее». Этот актер страдал алкоголизмом до тех пор, пока у него не диагностировали болезнь Паркинсона. Диагноз заставил его изменить свою жизнь. Он сосредоточился на продвижении исследований болезни Паркинсона, чтобы помочь нынешним и будущим пациентам. Майкл является превосходным примером для всех людей, показывая, что болезнь не определяет то, кто ты есть и что ты можешь делать. Дэниел Рэдклифф. Дэниел Рэдклифф, которого все знают как мальчика-волшебника Гарри Поттера в фильме с одноименным названием, столкнулся с давлением славы в возрасте 11 лет, которое продолжало нарастать в его подростковые и юношеские годы.
Слава в таком юном возрасте и диагноз «неврологическое расстройство координации», которое затруднило выполнение обычных задач, стали факторами алкогольной зависимости Рэдклиффа. По слухам, съемки фильма о Гарри Поттере иногда приходилось останавливать из-за его неспособности сосредоточиться. Услышав свой диагноз, Рэдклифф стал забываться с помощью алкоголя, сначала периодически выпивая на вечеринках, а затем попав в зависимость. Иногда он даже приходил пьяным на съемки. На этом выпуск подошел к концу. Я надеюсь, он был вам интересен. Лучшей благодарностью от вас будет подписка на этот канал. До 500 подписчиков осталось совсем чуть-чуть. Давайте добьем эту цифру. А также про лайк не забудь. Еще увидимся!